Наконец-то первый урожай. Правда, я уже рвала 3 кабачка, не могла выдержать. Так, резать кабачки буду ножом. И очень аккуратно, чтобы не повредить ствол. И желательно не зацепить кабачком по вот такому колючему стволу и колючей вот такой вот листочку. Иначе он прошкребется и потом будет коричневый, некрасивый. Он-то товарный вид будет не очень. Ну, так как я для себя рву кабачки, а не для продажи, то, в принципе, мне все равно. Вот такие, наконец-то, уже первый урожай. Это кабачок Искандер. Это все знают, этот кабачок. Он очень урожайный, он очень сочный. Вот такой красивый. Вот такой уже вырос. Кабачки растут очень быстро. Вот я была на даче 3 дня назад. Кабачки были вот в таком размере. Я вот себе таких 3 штучки вырвала и уже их кушала. Смотрите, за 3 дня. Ой, сколько их тут много. Это я даже маленькую тару взяла. И вы знаете, чем больше, чаще мы срезаем кабачки, тем быстрее растут следующие. Не задерживайте на стволе кабачок. Вырезайте. Чем почаще. Это точно такой принцип, как и у огурцов. Чем быстрее вы сорвете огурцы, тем быстрее растут следующие. Ого! Ого! Какая красотища! Искандер. И еще мой самый любимый — это Marigold. Это всеми любимый желтый кабачок. И как-то нарушим ствол, где-то он надломается, потянем. А еще, не дай бог, корешочек, вот потянем само растение и надорвется корешок. До такой степени кабачок нежный, это растение такое нежное, все, он сразу начнет сохнуть, он уже не будет давать такой урожай, как может. Поэтому очень аккуратно выламывайте кабачки, чтобы не повредить само растение. И тогда он у вас будет плодоносить до заморозков. Поцарапала цей. Вот то, что я говорила. Вот какое да, колючее. Можно занозу даже занести. Ну, так как мне не на продажу, а мне на сковородку, поэтому мне подходит и такой. Укропчик тоже нужно домой нарвать. Так, а теперь идемте к Marigold. А вот Marigold. Кабачок цукини, раннеспелый, очень быстро созревающий. И вот в таком виде, вот, он уже готов. Можно кружочками жарить удобно, можно блинчики делать, что угодно. То есть у него маленькие-маленькие семечки там. Практически их нет. Поэтому я люблю этот кабачок Marigold. Посмотри, сколько. И пупинок сколько. Кстати, можно делать цветки в кляре. Да. Итальянское знаменитое блюдо. Ой, отломала. Вот этого я не люблю. Вот остается, потом здесь будет гнить. Вот это я не люблю, такое дело. Первый урожай кабачков. Ура! Кабачки курочкам, цыплятам ни в коем случае. Если курочкам можно там раз в неделю натереть и обмешать их какой-то высевкой, в чистом виде, боже спаси. Обмешать высевками, курочкам еще можно. А цыплятам не советую. Цыплята не будут расти, будут худые, как дрыщи.
Смывается кальций, потом могут падать на ноги цыплята. Поэтому лучше. О, пропустили. Огромный пропустили. Ух, какой сочный. Класс. І тут вон. А рецепт вкуснейших блинчиков из кабачков можете посмотреть на канале Нина From Киев. Обалденные блинчики. Я только такие люблю. Там есть подробный рецепт. Заходите на канал и посмотрите. И вы других блинчиков не захотите кушать больше. Вы думаете, зачем я сейчас нарвала столько кабачков? Мне сейчас Нина from Киев нажарит блинов. Вот. О. И представьте, через 3 дня, когда я приеду опять, будет еще большее количество, чем то, которое я сейчас вырвала. Вот такая красота. Так, первый урожай есть. Но это же еще не все. Еще будет борщ со свежими молодыми кабачками. Ой, будет борщ со свежими молодыми буряками. Сейчас покажу. Ага, видели? Знаете, как это называется? Это водан. Это самый ранний буряк. Водан. Очень вкусный. И вот, смотрите. Ну, не красота. Вот мы недавно только его сеяли. Я показывала, как я сеяла буряки. И они уже, пожалуйста, уже будет борщ. Поэтому я говорю, что я не сильно прорежаю буряки. Зачем? Я буду все лето рвать, сколько захочу. Но это водан. А сейчас я вам покажу. Посмотри, сколько их. Посмотри. Посмотри, сколько их. Посмотри на эту красоту. Посмотри, сколько их. А сейчас я вам покажу еще цилиндрический. Ой, тут еще вот есть. Уже хороший. Первый борщ. Смотрите. Что, плохой? Отличный. Тоже на первый борщ у меня всегда ранний буряк всегда есть. Прекрасный. Вот. Поэтому, ну, он просто очень сладкий. Вот цилиндрический буряк я люблю больше, потому что он просто сахаристость больше его. Борщ такой сладкий, что меня спрашивают, ты что, сахар туда ложила? Вот такой сладкий борщ. Получается из... Вот, смотри. Смотри, какой. Красота. Можно даже не только на борщ, но можно и на салат нарвать. И я поэтому сею вот так вот много буряка, потому что мы очень любим вот таким молодым. И не жалею. Сколько хочу, столько рву и не трясусь над каждым бурячком. И одновременно идет прорывка. Вот, смотри, какой. Вот. Все, уже пошел урожай. Капуста. По сортам капусты смотрите видео. У меня есть с семенами, не буду повторять. Сажают такие сорта капусты, которые менее поражаются белокрылкой. То есть белокрылка они выдерживают. А вот это ряд у меня ранней капусты. И вот раннюю капусту я рву с корнем, потому что у меня есть куры. Я капусту вырежу, а все остальное пойдет на корм курочкам. Так, вот эту можно взять. Ее нужно всю просто срочно кушать, много. Потому что в один прекрасный день она вся раз и вся потрескается.
И нужно будет потом все относить к курям. Чего? А, Она типа... вся потрескается. Приходит время и все. Вот так вот забираю капусту вместе вот такими красивыми листами. Вот такую. Ничем не брызгала. Вообще ни одного химиката. Обычно я от бабочки брызгаю так, как делала моя мама. На ведро воды стакан уксуса. И вот берется веником и так пока... Что сейчас делаю в перцах? Для того, чтобы получить хороший урожай, все листья, они уже отработали свою функцию, они сделали. И теперь все листья до развилки нужно убрать. Ну, я показываю, как делаю я. И можете посмотреть, какие урожаи перцев. Какие урожаи перцев у меня вот в прошлом году я показывала, в позапрошлом году можете посмотреть видео. И вот сейчас я прохожу с ведром и обрываю все листья до развилки. Вот дальше пошла развилка и пошли дальше перцы. Это мы все оставляем. Дальше я ничего не убираю. Все листья до развилки убираю, чтобы они не тянули соки. И у нас дальше шло формирование перца. Ну и, конечно, подвязать весь перец я не успеваю. А вот где уже не выдерживают стволы, вот там обязательно подвязываю. Ставлю 2 колышка и подвязываю таким методом, как и помидоры. Единственное, что здесь можно сэкономить на колышках, можно использовать только 2, если коротенький ряд. Но обязательно по центру этого ряда ниткой подвязать кверху. Иначе этот ряд завалится на какую-то сторону, он не выдержит нагрузки этого перца. Вот. Поэтому обязательно еще нитки подвязываю кверху. И по мере наливания перцев я их подвязываю. Вот так вижу, что тут уже критично и начинает заваливаться куст, сразу беру и подвязываю, потому что сразу все подвязать у меня просто не хватает времени. До первой развилки все листики удаляю. Пасынки никакие я не обрываю. Мне нужно чем побольше перца. Лето еще длинное, все успеет созреть.